Эта история произошла в Сент-Луисе, штат Миссури. В 2012 году в местный приют города привезли маленького котенка с черной шерсткой. Волонтеров вызвала женщина, которая и нашла полуживое существо. Котенок лежал прямо на дороге, между ее домом и заброшенным зданием. Он был весь в пыли и не подавал признаков жизни. В этот день в приюте для животных дежурила волонтер по имени Бобби, которая и выехала на поступивший вызов. Сначала все подумали, что котик мертв, но когда волонтер к нему прикоснулась, он пошевелился, но ни мурчания, ни другого звука он издать не смог. Лапки котенка были недвижимыми, но когда он повернул голову в сторону людей, они поняли, что его еще можно спасти. Ветеринар внимательно обследовал конечности котенка, но ни переломов, ни каких-либо других повреждений обнаружено не было. Тогда доктор предположил, что у котенка неврологическая проблема. До конца никто не понимал, как нужно лечить животное и даст ли лечение необходимый результат. Но, несмотря на все сомнения, решили попробовать спасти котенка. Кстати, ему дали необычную кличку – Линкольн. Котику назначили физиопроцедуры, которые нужно было повторять не меньше 5-6 раз за день. Также он требовал особого ухода, так как не мог даже сходить в туалет. Все обязанности по уходу за Линкольном взяла на себя Бобби. Она даже соорудила для него специальное спальное место, по бокам которого установила валики из полотенец, чтобы они удерживали котенка. А через неделю Бобби заметила, как котенок пошевелил одной лапкой. Волонтер не смогла сдержать слез. А еще через неделю Линкольн уже поднимался и пробовал ходить. Бобби очень гордится достижениями своего подопечного. С каждым днем Линкольн делал новые успехи. Его путь к выздоровлению был долгим, но упорным. Сначала он научился вставать, потом сидеть, затем начал ходить прихрамывая. Зато сегодня его невозможно отличить от любого другого кота. Спустя 5 лет Линкольн превратился в красавца-кота, по внешнему виду которого и не скажешь, что его когда-то нашли умирающего на дороге. Линкольн, как и все коты, любит прыгать, бегать и вставать на задние лапки, выпрашивая еду. Линкольн остался жить с Бобби. Он яркое подтверждение тому, что никогда не нужно опускать руки, даже если кажется, что все бесполезно.